Всем привет. Ну, результаты Евровидения 2022. Значит, объясню, почему я ждал вот целый день. Э, Ждал, потому что интересно было посмотреть, или какие-то официальные СМИ, там, одни из самых серьезных СМИ, напишут что-то про это, но никто ничего не написал. Кроме того, что выиграли украинцы и так далее. Теперь, конкурс Евровидения перестал смотреть давно, потому что, значит, как идет, там такой расклад простой. Если песня какая-то действительно выдающаяся, действительно выделяется, то она выигрывает, несмотря на то, какая страна ее исполняет. А если песни более-менее средние, такие, более-менее похожие, одинаковые и так далее, то там уже идет чисто политическое решение. И не всегда политическое в плане того, что решает Евросоюз, а даже вот, например, вот взять там Молдавия, Румыния, я не просто так их беру, они всегда дают друг другу 12 баллов, если доходят до финала. Прибалтика всегда дает друг другу, Балканы всегда дают друг другу и так далее. Как бы вот так более-менее это идет. Опять же, если есть какая-то выдающаяся песня, то там уже не важно откуда, с какой стороны действительно выигрывает. Вот. А так как бы в принципе все понятно там, да, друг за друга голосуют, чтобы помочь друг другу. Вот. Но это как бы более-менее такой расклад. Теперь в голосовании есть профессиональное жюри каждой стране, которое дает свои баллы. Плюс есть голосование телефонное. Вот там зрители голосуют, дают свои баллы. Вот. Ну, то, что выиграет Украина, было понятно еще до того, как вообще начался конкурс, потому что, ну, серьезная такая политическая ситуация, должны были помочь Украине чем-то как-то выиграть. Но то, что дойдет до такого, что просто как бы абсурдно немножко, этого я даже не ожидал. Опять же, вот я не смотрю конкурс, увидел, что украинцы выиграли. Помню, даже жене сказал, что вот украинцы выиграли. Она говорит, ну это было понятно без смотрения конкурса, что-то так будет, и неважно, какая песня у них будет. Причем песню я посмотрел, ничего не понял. Думаю, что никто ничего не понял, на украинском языке пели. Рэп, но как бы там ничего не понятно было. Не сказать, что сильно серьезное шоу. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что отменили решение профессионального жюри в 6 странах. Вот организаторы конкурса поменяли решение профессионального жюри в 6 странах. Об этом написали несколько небольших изданий, румынское издание, еще несколько изданий мелких. Никто серьезно об этом ничего не писал. Причем самое интересное, что они даже в своих рассказах, в своих публикациях привели цитаты с заявления EBU, вот этой вот компании, которая занимается всей этой организацией этого конкурса, что да, отменили решение судей из 6 стран, потому что считали, что они являются попыткой повлиять на процесс выбора процесс выбора правильного песен. Я вот не совсем понимаю, в чем прикол, потому что, ну, опять же, я не знаю, ли действительно это цитата с их заявления, а если это действительно цитата с их заявления, что значит повлиять на процесс выбора песни, как бы. Есть профессиональное жюри, они проголосовали, но это их мнение, как бы, это же демократия, в принципе, как бы Евровидение, это тоже должно быть демократия, да, голосуют, выбирают. Вот, я таки не смог понять с этой цитаты, что они имеют в виду, почему они отменили решение жюри. И опять же, я вот ждал день, хотел посмотреть какие-то, что говорят более-менее серьезные издательства типа CNN, BBC, никто ничего толком не сказал. В каждой стране есть несколько маленьких изданий, которые да, про это написали. Но я потом просто проверил, мне уже даже стало интересно, я просто проверил. И знаете, когда не проверял, там они Грузию отменили, Азербайджан отменили, Польшу, по-моему, Румынию, Молдавию и еще кого-то там. Но вот что интересно, даже без того, чтобы это написали, если бы я как бы увидев это, то, что написали, проверил, а если бы я проверил это без того, что кто написал, то все было бы понятно. Значит, Румыния с Молдавией дали друг другу 0 очков. Профессиональное жюри. Ну, как бы не профессиональное жюри, а именно вот это вот организаторы Евровидения сделали так, что типа как Румыния и Молдавия дали друг другу 0 очков. И все стало на свои места, потому что это просто невозможно. Даже один там румынский певец сказал, что как так? Румыния дала 0 очков Молдавии, в то время как Молдавия исполняла песню о единстве
Кишинева, Бухареста, там, я как бы опять же на молдавском не знаю, но вот они там пели, слышно было как Кишинев, Бухарест, и потом вот я прочитал, что он высказал, что как так. Ну не может быть, чтобы румыны дали Молдавии 0 очков, когда те исполняют песню о единстве между Кишиневым и Бухарестом. Как бы, ну, тупо просто. И опять же, если посмотрите историю, ну всегда Румыния Молдавии давала 12 очков и наоборот. Значит, уже понятно, что что-то не то. Теперь, что сделало Евровидение? Они дисквалифицировали решение профессионального жюри этих стран и заменили похожими очками на похожие страны. Как бы взяли вот другую страну, вот, например, если Румыния дала 12 очков Молдавии, там 10 очков еще кому-то, то все, и решили дисквалифицировать их решение, они взяли Италию, вот приблизительно как Италия проголосовала, вот типа Украине 12 очков, Британии 10 очков и так далее, вот так они и дали этим странам всем. Вообще, конечно, полная тупость. Вот. Ну, короче, это только доказывает о том, что, ну, знаете, как можно сказать, не осталось ничего святого. Вот такая вот тема. Как бы получается, что ни в искусстве теперь нету, как бы вот это вот, что раньше кричали, что вот искусство не должно быть, не должно влияться политикой. В спорте уже перестали смотреть давно на бесполитические эти вот. Ну, короче, политика везде, причем демократию даже в Евровидении уже запретили. Я так понимаю, там уже вот есть вот организаторы Евровидения, они решают, в принципе, какая песня выиграет, кому полагается, кому не полагается. Вот. Все были довольно в шоке, потому что, несмотря даже на то, что вот эти 6 стран дисквалифицировали и дали за эти 6 стран, в принципе, 12 очков Украине, как бы сказали, что вот профессиональное жюри этих стран дает 12 очков Украине. В Румынии там, по-моему, даже не дали выступить ведущей, которая должна была, вот как с каждой страны есть ведущие, которые говорят очки, баллы, все это, не дали даже выступить ей. Вот дисквалифицировали и ее, и Румынию, и всех жюри. Вот. И получается, что как бы они решают как бы в зависимости от политического состояния Европы. Вот вам, пожалуйста, искусство, музыка, спорт. Все перешло в политику. Абсолютно никакой демократии уже даже там. Все, что вы там голосуете, или весь мир голосует, все это до фени. Потому что в конечном итоге решают вот эти вот организаторы, которые, опять же, очень сильно зависят от Евросоюза, очень сильно зависят от того, что решает Евросоюз, какая политическая обстановка и так далее. Ну, вот только хотел высказаться по этому поводу. Опять же, ничего удивительного, как бы Евровидение политическое уже очень давно, уже достаточно много лет, и как бы, ну, абсолютно никакого сюрприза. Но, опять же, я не знаю, насколько официально все это было, как бы, вот действительно заявление этой организаторов и так далее, но это уже ничего не меняет, потому что все это видно, как бы, ну вот Румыния всегда давала Молдавии 12 очков, а сейчас дала Украине. С чего? Молдавия там такую песню спела про Румынию красивую, то все, а тут вот. Ну вот, короче, вот такая вот у нас получается в мире. Не знаю даже, к чему это идет все, но достало уже, как бы уже просто смешали с грязью все. Спорт, культуру, искусство. Все смешано с грязью просто. И только все из-за того, что кто-то что-то хочет добиться, вот эти политические элиты влияют на все, абсолютно все, просто со всех сторон, с какой ни посмотри. Полный отстой. Надеюсь, что это скоро поменяется, но думаю, что не очень скоро. Надеюсь, что как бы люди будут все-таки идти к этому и откроют глаза. Вот сейчас румыны, наверное, поймут, что что-то не так. Думаю, уже поняли частично, что что-то не так. Уже как так. Вот. Молдаване поймут. Грузия, Азербайджан, я не знаю вообще, почему их дисквалифицировали, их решение. Вот. Но они как бы, видать, хотели, чтобы, ну, не совсем странно показалось, что украинская команда выиграла, потому что, как бы, ну, что профессиональное жюри тоже их поддержало, а не только телефонные, вот эти вот телефонные звонки, потому что телефонные звонки можно поделать намного, как, ну, было бы странно, если жюри дали бы 100 очков, а телефонные звонки дали бы 700, например, да. Вот они попытались как-то немножко скомпонировать это все. Причем сделали они это еще до того, как был финал. Все это решилось до того, как был финал. Они даже румынам ничего не сказали про это. Они сначала это сделали, а потом румыны типа, ну, тусуйтесь. Ну, вот такая вот политическая обстановка у нас в мире, которая
смешала демократию с грязью, абсолютно причем. Уже нет никакого святого, ничего святого не осталось. Ни от демократии, ни от мира от этого, ничего. Всем привет!